Вот так мы обычно готовим к Новому году с моей мамой и моей свекровью, Тиграном мамой. Еще у нас иногда сестры тут присутствуют, еще какие-то родственники, но поскольку с двумя мамами мы живем в одном доме, то они есть всегда. Поэтому процесс готовки очень быстрый и веселый. Они сейчас боятся камеры и вот так улыбаются, как будто одна из них не актриса. Между прочим, знаменитая актриса Лаура Геворкян, вдова Эдмонда Киасаяна. Снималась во многих фильмах. Если вы не видели, посмотрите. Сейчас она, может, что-нибудь интересное расскажет. А я пока расскажу, как готовить оливье. Чтобы оливье был вкусный, надо, чтобы все ингредиенты тоже были вкусные, сами по себе. Поэтому мы берем ту птицу, которую мы любим. Вот мы любим бедрышки индейки. Мы их кладем в кастрюлю. К ним кладем немножко сельдерея, сырую чищенную морковку, луковицу. Заливаем все это водой. Вот так. Добавляем соль на глазок. Добавляем перец. Черный перец горошком тоже на глазок. И черный перец душистый. И всю эту красоту ставим на огонь и варим, пока она сварится. Тут свекровь должна мне что-то подсказать. Или как-то меня могу поправить. подсказать, что вы грудки тоже куриные. Грудки тоже. Грудки тоже. Некоторые варят Очень грудки вкусные. тоже куриные. Но я грудки куриные люблю не очень. Мне кажется, они суховаты. Но в Спорить со салате они очень вкусные. Вот, спорить со свекровью не буду, потому что она меня может из моего же дома выгнать. Да. Да. Значит, какие еще ингредиенты? Морковку Лаура Ашотовна научила меня класть в оливье сырую. Я долго возмущалась, но что делать, привыкла. Это я клала сырую, потому что я, когда спешишь, и нет этого вареное, Нет можно времени и варить. варить, потому что морковка вареная, больше у него И витаминов витамины сохраняются. сохраняется. В сырой, наоборот, больше, чем в вареной. Вареная больше. В вареной больше, чем в сырой? Мгм. Как это может быть? Ну, пусть, Да. пусть будет так. Это мы погуглим. Значит, вы ее и натираете. Да. Картошку мы не варим, а картошку мы печем. Потому что печеная все вкуснее, чем вареная. Мы ее кладем в духовку, запекаем без ничего, достаем из духовки, потом чистим и режем, как обычно. Дальше нам, конечно, понадобятся Можно мне огурцы. встать, а? Пожалуйста, Я встану, на потому здоровье. что сидя я ничего не готовлю. Сидя она ничего не готовит. Она и стоя ничего не готовит. Но на Новый год можно. Это вареный горошек, обычный из банки. Майонез мы тоже не делаем сами, а готовим обычно. В смысле, берем готовый. И яйца. Мамочка, ты, пожалуйста, займись яйцами. Вот тебе для этого яйцерезка. И ты их, пожалуйста, доведи до кондиции. Еще я покупаю те копчености, которые мы любим. Поскольку мы стараемся не есть свинину, я ее в принципе не ем, я запах не переношу. А дома, как-то никто ее особенно не любит, мы покупаем индейку, маленьких курочек, вот копченые куриные грудки, иногда бывают перепелки, варено-копченую индейку. В общем, какие копчености можете найти, какие вам самим нравятся. Мы их покупаем и тоже очень мелко режем. Мы нарезали все ингредиенты. За это время мы досмотрели, как обычно, «Иронию судьбы». Мы несколько раз рассказали по 15-му кругу какие-нибудь семейные байки. Ни разу не поссорились. Теперь ссыпаем это все сюда. А свекровь моя заканчивает. Посмотрите, как она разбирает курицу или в данном случае индейку. Она ее не режет, нам не разрешает. При этом она утверждает, что она очень плохо видит. И, пользуясь этим, манкирует некоторыми обязанностями. Например, что-нибудь прочитать детям. Но посмотрите, как она, плохо видящая женщина, разбирает эту индейку на волокна. И вот это она делает полдня 31 декабря. Очень быстро, полдня, потому что мы готовим оливье горы. Значит, мы ссыпаем, вот она же натерла сырую морковку. Мама моя нарезала яйца и копчености. Потом я перчатки никогда не одеваю. На руки помыты, руки чистые. А мы не предполагали, что они у вас могут быть грязные, Лаура Ашотовна. Что вы, я не понимаю, оправдываетесь, когда вас еще никто ни в чем не обвинял. В перчатках.
Обычно в перчатках. Я ни разу в жизни не готовила в перчатках. Честно вам скажу. И не очень понимаю, зачем. Надо чувствовать. Конечно. Но это же как музыка. Тут же надо, это же как фортепиано. Как же ты в перчатках? Привела бы я одно сравнение, но при свекрови не могу. Слушай, Горошек хочешь, сюда я ссыпаем? расскажу, когда я это начала делать. Хочу. Расскажите. Это в молодости было, когда у нас дома... То есть в прошлом году? Не в прошлом году, в прошлом веке. Мы это собирались обычно в доме. Огурцы тоже нарезали. Там, все знакомые наши это самое, у нас дома встречали. Раньше же делали из говядины мясо, так, Да. кусочками, кубиками. У меня не было говядины, у меня курочка была. Я начала курочку, вот так это самое. И все гости меня спрашивали, а что там такое? Краб? Чем это сделано? Никто не понял, что это курица. То есть вы всех обманули, все подумали, что это краб, Краб. но да. мы выдали Нет, ваш это- секрет. Интересно, если это посмотрят в Армении, то на вас многие обидятся. Это же в Армении было? Нет, не в А, в Москве Армении, было? это было в Москве. Ну, тогда все вообще. Больше к нам в гости никто не придет. Почему? В общем, Очень будем вкусно. считать, что Лаура Ашотовна закончила разбирать эту индейку. Да, все. Остатки мы потом доделаем, доедим. То, что разобрано, мы складываем в общую кастрюлю. В общую кастрюлю оливье. Такую, это мы, вот я вам сейчас показываю примерно 10-ю часть того, что мы наготовим сегодня к Новому году. Потому что 1 января у нас всегда хаш открытых дверей. Мы готовим всю ночь хаш, он на этой плите стоит. Готовится он часов 8. И 1 января все приходят на доедалки и на хаш. Поэтому, если мы не приготовим ведро оливье, то будут люди, которым его не достанется. А наши с Лаурой Ашотовной прабабушки учили нас, что если гостям чего-то не досталось, то они будут вертеться в гробах. А мы на это пойти не можем. Вот свекровь мне сказала, и вилку тоже возьми. Я взяла вилку, хотя я обычно мешаю без вилки, но лучше тут, вы же понимаете, проявить деликатность и не ссориться. Да. Ну и все, друзья. Перемешиваем оливье. Майонеза, вот я вижу, мало. Сейчас мы добавим его еще. Про нас же пишут, что вся российская кухня – это майонез и картошка. И, между прочим, в этом есть доля правды. Мы любим майонез и картошку. Перемешали. Красота. Оливье готово.